Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об прогреве акустики. Тема очень спорная, очень философская, может быть отчасти религиозная, но тем не менее я считаю, что лучше прогрев акустики сделать, чем его не сделать. То есть вы не теряете абсолютно ничего, кроме стакана бензина. Итак, значит, есть у нас вот такой трек в формате FLAC. FLAC есть в формате MP3. Все ссылки для скачивания я приложу в описании. То есть раньше компания, которая производит кабельную продукцию и вот данные аудиотреки для прогрева, у них в разделе Download были доступны две версии, то есть FLAC и MP3. Сейчас почему-то только MP3, но вот FLAC у меня сохранился в личных архивах, поэтому я его все-таки выложу. Итак, значит, вот вся акустика в автомобиль у нас установлена, вся та, которую мы хотели, по крайней мере. То есть штатные динамики у нас остались передние на месте. Сюда я добавил пищалки в обе двери, видео об этом тоже есть на канале. Вот. И поставили мы акустику в задние двери двухполосную GVC, как я уже говорил, тоже в предыдущих роликах. Итак, значит, что из себя представляет прогрев акустики? То есть вам нужно... Кстати, не обязательно это делать одним большим отрезком времени, то есть не обязательно вам весь трек за один раз прокручивать. Вы можете это делать урывками, то есть там, не знаю, приехали, вот как я сейчас в магазин, машину оставляю заведенную около магазина, включаю трек, добавляю громкость и ухожу. Громкость не должна быть маниакальной, то есть громкость должна быть немного выше, чем вы слушаете. Но можно прилично выше, чем вы слушаете, но не маниакальной и тем более не максимальной, чтобы у вас не была повреждена акустика и в первую очередь высокочастотная. Это важно. То есть с громкостью маньячить не нужно. Делайте выше, чем вы слушаете, чтобы уху было терпимо. Все, потом выходите из машины, приходите, выключаете трек. Так повторяете несколько раз, несколько приемов, пока у вас время трека суммарное не закончится. То есть после того, как вы прогрели минут 40-час, через какое-то время, то есть в ближайшее время, вы уже начнете слышать новые звуки в уже вам знакомых треках. Вот. Поэтому все-таки предлагаю всем проводить прогрев акустики вне зависимости от того, сколько у вас машине лет, сколько у вас прослужила акустика. Даже если ей 10-15 лет, не факт, что она работает на все свои возможности. Вот. Итак, приступаем. Сейчас будет громко, то есть заранее предлагаю вам уменьшить громкость колонок, наушников, чего угодно, потому что я включаю трек и добавляю громкость. Вот так это все звучит снаружи и внутри. Вот, и пока это все дело звучит, я тем временем пошел в магазин. Все, я вернулся из магазина, сейчас буду выключать. Вот как мы видим, у нас прошло практически 10 минут.
И все таким образом, один отрезок прогрева мы выполнили. То есть еще несколько таких подходов, и акустика у нас будет хотя бы более-менее начально прогрета. Вот. А вообще, по большому счету, я все-таки рекомендую прогнать несколько раз по 40 минут. Не обязательно это делать, опять же, за один прием. Просто несколько раз в течение там любого времени прогоните по 40 минут, и можно считать, что акустика у вас, ну и прочие компоненты полностью прогреты, и должны появляться новые неизвестные звуки, глубина там раскрытия композиции будет гораздо больше. Но если у вас этого не произошло, значит у вас такая аппаратура, которая, ну, в общем-то, с которой уже ничего не сделать, скажем так. Вот. Как правило, все компоненты, которые мне когда-либо попадали в руку, это не обязательно автомобильные, в том числе и домашние, и портативные типа наушников, и даже портативные колонки Bluetooth, все поддавались прогреву. То есть все звучали после прогрева, ну даже бывало в трудных случаях после двукратного прогрева, все равно звучали лучше, глубже, громче, детальнее и так далее. Всем спасибо, что посмотрели. Прогревайте свою акустику. Всем удачи.